На рынке экстремальная жадность. Биткоин обновил максимум 2021 года. Инвесторы продают золото и покупают биткоин. Меня зовут Юрий Овчаров, вы на канале Криптослон, и это главные новости прошедшей недели. Ну а перед тем, как мы начнем, хочу сказать спасибо всем, кто подписывался на мой канал, ставил лайки, комментировал видео. Именно благодаря вам и вашим активностям мой YouTube канал набрал 100 подписчиков. Это вроде бы немного, но для меня это многое значит, потому что я развиваю в первую очередь телеграм-канал, и YouTube канал я тоже развиваю в дополнение к телеграм-каналу, и хочу, чтобы как можно больше людей смотрели видео и обучались инвестициям в криптовалюте, становились более грамотными в этом инструменте. Ну а если вы смотрите меня впервые, сделайте, пожалуйста, это прямо сейчас. И если даже вам не понравится это видео, отписаться от меня вы всегда успеете. Ну а мы начинаем. Впервые с 2021 года курс биткоина превысил 50 тысяч долларов. Вечером 12 февраля биткоин перевалил отметку в 50 тысяч долларов на всех крупнейших биржах. Таким образом, его рост за последние 180 дней составил 100%. Последний раз биткоин торговался на этих значениях в конце 2021 года. Изначально биткоин всегда считался альтернативой традиционной финансовой системе, но одобрение спотовых биткоин ETF 11 января 2024 года привело к признанию этого актива на традиционных финансовых рынках. Очевидно, что доступность и легальность подобных ETF ведет к росту популярности криптовалют среди инвесторов. Поэтому одним из ключевых факторов нынешнего роста биткоина является интерес со стороны институциональных инвесторов. Рост интереса к биткоину подогревает также приближающийся халвинг. Многие инвесторы считают, что халвинг послужит мощным триггером для нового витка роста этой криптовалюты и других криптовалют и поднимет курс до новых исторических максимумов. В Look on Chain отмечается, что огромная часть инвесторов покупали биткоин именно по цене 50 тысяч долларов, и поэтому данный уровень может стать серьезным сопротивлением для следующего витка роста. Если же, конечно, в рынок не придет очередная волна новых инвесторов, которые подогреют спрос к данному активу и отправят его еще выше. Franklin Templeton подали заявку на спотовый Ethereum ETF. Franklin Templeton — это крупная инвестиционная компания, которая управляет активами на сумму $1,5 миллиарда долларов. И вот они подали заявку на спотовый Ethereum ETF. Компания планирует размещать Ethereum в стейкинг для того, чтобы получать дополнительный доход. Пай биржевого фонда Franklin Templeton ETF на Ethereum будут торговаться на Чикагской бирже, если, конечно, заявку одобрят. Выход этой новости совпал с ростом Ethereum на 6%. В целом будем следить за новостями. Многое будет зависеть от того, как же, в принципе, комиссия по ценным бумагам отреагирует на заявки на спотовый ETF на Ethereum. Одобрение заявок отправит все криптовалюты и Ethereum в частности в космос. А вот отказ, если Гэри Генслер будет вредничать, конечно же, может стать причиной хорошей такой коррекции. Но не стоит забывать, что Гэри Генслер вообще не пользуется популярностью в Сенате, особенно в республиканской партии, поэтому будем следить за событиями, и, возможно, дни Генслера в принципе сочтены. Не исключен такой сценарий, при котором Генслер сначала отклонит спотовый Ethereum ETF, а после этого его поменяют, и уже будет другой председатель комиссии по ценным бумагам, который как раз-таки одобрит эти ETF, если заявки будут поданы повторно. Также не исключены суды против SEC, и в принципе какой-то подобный такой новостной фон мы можем потом ожидать вокруг этого. Ну а пока что в принципе на этом позитиве Ethereum вырос, и выросли многие другие криптовалюты, и это хорошо. Единственный момент — будем смотреть на то, как закрылась у нас эта неделя. Видео записывается в субботу, 17 февраля, а вы, скорее всего, смотрите его в понедельник, 19 февраля. И многое будет зависеть от того, как закончилась эта неделя. Если мы закрываемся выше 49 тысяч по биткоину, то, скорее всего, бычий сценарий за нами сохраняется. А вот если мы видим большую тень у недельной свечи на биткоине, ну, как я рассказывал в предыдущем видео, вот здесь вот ссылочка, то тогда, конечно же, скорее всего, мы будем корректироваться. В принципе, мой экспресс-прогноз и всю логику можете посмотреть в предыдущем видео новостей. Ссылочка также есть и в описании. Фонд миллиардера Питера Тиля вложил $200 миллионов в биткоин и Ethereum. Питер Тиль в 1998 году участвовал в создании PayPal, а теперь является владельцем инвестиционной компании Founders Fund. Под управлением этой компании находится капитал в размере $11 миллиардов, а в конце 2023 года фонд инвестировал в биткоин и Ethereum на сумму $200 миллионов. Причем покупать биткоины фонд начал еще летом, когда их стоимость была около $25
тысяч долларов. Впервые Founders Fund закупали биткоины в 2014 году, а активно распродавать их начали весной 2022 незадолго до обвала крипторынка. И тогда их прибыль составила 1,8 миллиардов долларов. В принципе, покупка криптовалют крупным капиталом и подобными фондами является довольно сильным бычьим признаком, что инвесторы наращивают свои позиции и ожидают роста. Только не нужно забывать о том, что в моменте рынок также может корректироваться. Но в долгосроке я по-прежнему ожидаю роста биткоина и крипторынка в целом. Рост курса биткоина вернул на рынок экстремальную жадность. Ранее в одном из предыдущих видео, ссылочка вот здесь, мы уже рассказывали про индекс страха и жадности. Страх и жадность – это эмоции, которые влияют на поведение инвесторов на рынке. В основе индекса страха и жадности лежат результаты поисковых запросов в Google и других поисковиках, а также упоминания в соцсетях. И таким образом индекс дает представление об эмоциональном настроении инвесторов. Так, страх сопровождается массовой распродажей криптовалют, а жадность – активным набором позиций. Так вот, уже второй раз за год индекс достигает значений экстремальной жадности выше 75 пунктов. На 13 февраля индекс страха и жадности составлял 79 пунктов из 100, что говорит о чрезвычайной жадности инвесторов и совпало с ростом биткоина до отметки выше 50 тысяч долларов. Напомню, что это не значит, что рынок перегрет прямо в моменте, и мы в моменте будем разворачиваться и падать. Жадность и экстремально высокая жадность в том числе может удерживаться на рынке довольно продолжительное время, несколько месяцев, но нужно быть готовым к тому, что в моменте может случиться какая-то коррекция, и можно эту коррекцию использовать, например, для набора позиций. Ripple Labs покупает компанию с лицензией для выхода на финансовый рынок США. Компания Ripple Labs планирует приобрести платформу Standard Custody and Trust для выхода на рынок США. Standard Custody and Trust – это платформа для хранения цифровых активов. Данная сделка необходима для того, чтобы получить лицензию и легально вести бизнес на территории США. В случае одобрения этой сделки компания Ripple Labs сможет хранить криптовалюты и производить расчеты, минуя внешних посредников и партнеров. Напомним, почему у компании Ripple Labs необходимо это сделать. У компании Ripple Labs с комиссией по ценным бумагам SEC США давнее противостояние. В том числе были суды. И хотя в 2023 году суд вынес решение о том, что Ripple не является ценной бумагой, тем не менее дело продолжает рассматриваться в судах высших инстанций. Несмотря на эти проблемы, рынок США крайне важен для компании, поэтому компании и нужна эта сделка, чтобы вести свою деятельность в США легально. В целом, если сделка пройдет успешно, я считаю, что это хорошие новости для компании Ripple Labs и для монеты Ripple XRP, и мы можем увидеть рост этой монеты, которая пока что отстает от рынка криптовалют, альткоинов вот в настоящее время. С момента запуска биткоин ETF чистый отток из ETF на золото составил 2 миллиарда долларов. По информации Bloomberg, с начала года из ETF на золото зафиксирован чистый отток в размере 2 миллиарда 396 миллионов долларов США. Несмотря на это, золото продолжает возглавлять список самых крупных по капитализации активов, однако и биткоин входит в топ-10 активов по размеру предложения на рынке. Эрик Балчинас сообщает, что 10 спотовых биткоин ETF удвоили свои притоки до 3 миллиардов долларов всего за несколько недель, в то время как фонду на золото GLD потребовалось на этот результат почти 2 года. Тут я бы хотел процитировать автора книги «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки, который заявил о том, что он ожидает падения цены на золото и рост стоимости биткоина. Однако насчет прогнозов Кийосаки в интернете давно ходит мем «Послушай Кийосаки и сделай наоборот». Роберт Кийосаки является отличным автором, однако я его прогнозы воспринимаю с долей скептицизма, поскольку он уже неоднократно ошибался и, собственно, чем он и заслужил такую репутацию в криптосообществе. Подобные заявления я, конечно же, принимаю во внимание, но также опираюсь и на другие факторы и метрики при принятии инвестиционных решений. Компания OpenAI представила новую нейросеть Sora. Напомню, что именно компания OpenAI создали знаменитый ChatGPT. Новая нейросеть способна генерировать реалистичные видеоролики по запросам пользователей. А при чем здесь криптовалюта? А при том, что сразу же после этой новости одноименный токен Sora появился на децентрализованных биржах. Из-за большого ажиотажа и низкой ликвидности за сутки этот токен взлетел на несколько тысяч %. В связи с этим хочу вам напомнить о том, что обязательно проверяйте информацию обо всех токенах и об адресе контракта
контракта этого токена, в который вы собираетесь инвестировать, особенно на децентрализованной бирже. Ведь скамеры не дремлют, и они любят создать какой-нибудь одноименный токен под инфоповод, который улетает до небес за пару суток, они срубают прибыль, и, в общем-то, это так и остается на уровне мема. Фактически этот токен можно сравнить с мемкоином. Он не имеет никакого отношения к OpenAI, а также не имеет никаких фундаментальных под собой оснований и каких-то драйверов роста, кроме ажиотажа и спроса хомяков на децентрализованных биржах. На эту новость также отреагировали ростом несколько токенов из категории искусственного интеллекта на блокчейне. Эти токены вы сейчас видите на экране. Tron представил дорожную карту по созданию Layer 2 блокчейна второго уровня для биткоина. Основатель Tron, Джастин Сан, объявил о новой инициативе в секторе блокчейнов. Разработчики Tron упростили доступ к биткоинам посредством кросс-чейн конверсий через биржи. В дальнейшем дорожная карта Tron предлагает расширение этой опции для того, чтобы охватить другие активы на блокчейне биткоина. Это обеспечит плавное взаимодействие токенов на Tron, таких как, например, которые вы видите сейчас на экране, с блокчейном биткоина. Межсетевая технология занимает центральное место в этой стратегии, а я напомню, что блокчейн Tron является лидером по количеству ежедневно активных пользователей. В целом это довольно интересное направление развития, которое имеет под собой перспективу. Мы уже видим, что сейчас занимают популярность также разработки по развитию блокчейна биткоина, чтобы это был не просто такой старый блокчейн и цифровое золото биткоин, а чтобы на нем запускать различные новые технологии, которые есть и в других более современных блокчейнах. В связи с этим разработка Layer 2 от Tron выглядит довольно интересно, но не стоит забывать, что Джастин Сан сталкивается с проблемой регулирования, в частности от США, и поэтому, с одной стороны, это интересный драйвер роста для Tron и его экосистемы, с другой стороны, не забываем о рисках, связанных с инвестициями в эту экосистему. Это были главные новости прошедшей недели. Также хочу напомнить, что у меня есть мой телеграм-канал, ссылочка на него в описании. Там вы найдете много инвест-идей, аналитики и обучалок, которых нет на ютубе. Обязательно подпишитесь, если еще не сделали это. На этом у меня все. Увидимся в следующих видео и, конечно же, всем профита!